Приветствую всех зрителей канала «Давай запишем». С вами Александр, и сегодня у нас в обзоре очень долгожданное для кого-то из вас, дорогие коллеги, свидание с микрофоном Blue Yeti. Располагайтесь поудобнее. Итак, это USB-микрофон, нам он достался в комплектации Blackout Studio, и его производитель представляет как систему для записи «все в одном». Давайте разберемся почему. Во-первых, он оснащен 3 капсулями, которые позволят делать запись 4 различными способами. Направленным для записи вокала или закадровой озвучки, двунаправленным для возможных интервью, всенаправленным для записи зала, окружающей среды и так далее, и, наконец, стерео для раздельной записи 2 каналов. Во-вторых, микрофон оснащен встроенным усилителем с выходом на наушники для мониторинга с нулевой задержкой, управлением громкостью наушников, кнопкой отключения микрофона, регулятором громкости сигнала, переключением направленностей, о которых я сказал чуть ранее, и возможностью установки на стандартную микрофонную стойку. И в-третьих, вместе с микрофоном приобретается очень приличный софт. Это программа для записи PreSonus Studio One Artist Blue Microphones Edition. Это Isotope Nectar, который предложит 10 превосходных вокальных процессоров с готовыми пресетами под различные цели и очень большими возможностями обработки. И это Ozone Elements с массой инструментов обработки. Безусловно, все это очень здорово, но хотелось бы услышать главное, как он звучит и сколько за эту прелесть просят продавцы на нашем рынке. Начну с последнего. Нормальная цена за это произведение искусства – это цифра в районе 12 тысяч рублей. Дешевле покупайте осторожно, дороже вряд ли есть смысл. Теперь, что касается подключения и звука. Драйверы к нему не нужны, просто подключаем к компьютеру, все равно Mac или PC, и в своей рабочей станции оживляем микрофон через ASIO for All. И вот, наконец, мы слышим Blue Yeti во всей своей красе. Сейчас работает прямая направленность, и теперь послушаем, как отрабатывают все остальные. Всенаправленная или круговая. Напомню, она может использоваться при записи окружающей среды, концертного зала и других подобных историй. Двунаправленная или восьмерка. Эта направленность может пригодиться тем, кто работает в режиме интервью с одним или несколькими собеседниками. Наконец, стереонаправленность. Не могу сказать, что это прям какое-то супер достижение, которым широко и повседневно пользуются обладатели подобных микрофонов, но могу и ошибаться. В зависимости от имеющихся задач, возможно, именно этот способ записи для кого-то является чуть ли не основным. Итак, микрофон послушали, кое-что о нем узнали, теперь хорошо бы для полноты картины дать ему посоревноваться с похожей моделью. Это M-Audio Uber Mic, на который у нас, кстати, есть обзор, который стоит на 1000 рублей дешевле и обладает точно такими же возможностями записи. А также, по многочисленным просьбам и заявкам, послушаем на его фоне работу C01U Pro, который дешевле Blue Yeti примерно на 40%, и оценим разницу в звуке, есть ли она вообще, и поймем, не наворачивает ли Blue Microphone с лишних пару-тройку тысяч, выдавая по большому счету мультимедийное устройство за профессиональный микрофон. И между делом. Не могу себя удержать, чтобы не вставить парочку фраз с личными переживаниями. Ну, нормальный микрофон. Только к чему эта коробка, как новогодний подарок? Зачем эта куча программного обеспечения, до которого и треть покупателей не доберется? Нет бы тупо вложили в свой ящик тот же самый поп-фильтр. Куда полезнее. Так нет же, покупайте отдельно. Подумаешь, еще 4000. Ладно, слушаем. Тестируем трехкапсульный конденсаторный USB микрофон Blue Yeti Blackout Studio.
4 диаграммы направленности, прямой мониторинг, размер капсулы 3 по 14 мм, частотный диапазон от 20 до 20 тысяч Гц, вес без подставки 550 граммов, цена около 12 тысяч рублей. Тестируем трехкапсульный конденсаторный USB-микрофон M-Audio Uber Mic. 4 диаграммы направленности, прямой мониторинг, размер капсулы 3 по 16 мм, частотный диапазон от 30 до 20 тысяч Гц, вес без стойки 700 граммов, цена в районе 11 тысяч рублей. Тестируем студийный конденсаторный USB-микрофон Samson C01U Pro. Суперкардиоидная диаграмма направленности, прямой мониторинг, 19-мм диафрагма, частотный диапазон 20-18 тысяч, вес 450 граммов, цена около 7,5 тысяч рублей. Ну а теперь попоем. Задержка рейса Рига-Москва до 6 утра. И я не знаю, как мне скоротать эту ночь. На темном небе время прилета, звездное табло. Не астроном я, чтоб не разгадать его точно. 3 огонька у созвездия Девы мерцают вдалеке. Рига, Москва, сквозь облака. 3 огонька у созвездия Овна зовут меня к тебе. Рига, Москва, я жду тебя. Ну что, друзья-коллеги, вы все только что услышали, и я надеюсь на вашу объективность при оценке микрофона Blue Yeti. Напишите, что вам понравилось, что не понравилось, и какие заключения у вас созрели в момент сравнительного тестирования этих 3 микрофонов. И давайте попробуем выдать оценку не по принципу «у меня этот микрофон и он лучший», а реально из услышанного. Это очень поможет тем, кто только стоит перед нелегким выбором такого важного инструмента для домашней студии, как микрофон. Пишите и оставайтесь с нами. У микрофона был Александр. Давайте запишем вместе. Господи, старушка ты моя, Какая не строит, товарищи? Ответ неправильный, не строят все. Поехали.